Этот кемпинг многими используется как гостиница. К тому же других гостиниц здесь вообще рядом нет. Когда воины прыгнули в воду, смыли с себя боевую раскраску. Просто какой-то бомбический аквапарк на дикой природе. Привет! Привет! В средние штаты США пришла жара, поэтому мы валим на север. Мы едем на самый север штата Мичиган, парк, который называется Каменон Фоллс. Мне кажется, нас там ждут северные леса, реки, водопады, болота, черничники и мхи. Одним словом, смотрите видео про американскую Карелию. Погнали! Наша дорога из Айова в Мичиган заняла 2 дня с одной ночевкой. Чем дальше мы едем на север, тем больше меняется природа вокруг. От кукурузных полей средних штатов до северных лесов Мичигана. А еще стал дороже бензин и стало больше дорог с бетонным покрытием. Те, кто топит за бетонные дороги, не совсем хорошо понимают, что это такое. В США достаточно много бетонных дорог, и, слава богу, они встречаются нам редко. Особенность производства бетонных дорог в том, что они не бывают совершенно идеально ровные, как асфальтовые, такой имеют небольшую волну. Легковые машины, в принципе, ее неплохо проглатывают подвеской, но когда идешь с прицепом и грузом, ты такой постоянно да-да-да-да-да-да-да-да, конечно, дорогая жена. Ну, одним словом, приходится реально бороться с морской болезнью. Смотри, как прыгаю, смотри, прицеп. Ага. Смотри. На второй день мы ехали уже вдоль озера Мичиган, одного из 5 великих озер. На узкой береговой линии трейлерам не просто остановиться для отдыха. Здесь каждый участок земли занят частными домами, летними домиками в аренду, кемпингами, яхт-клубами и маринами, ресторанами и туристическими достопримечательностями. Привычных rest-area здесь нет. Ищите указатели Side Road Park. Там бывают вот такие бесплатные места для отдыха в пути с водой, туалетом, столиками и песчаным пляжем. Я не ожидала, что на этой дороге мы сможем так запросто остановиться прямо на берегу озера Мичиган, около песчаного пляжа, на бесплатной парковке, для того, чтобы перекусить в пути. Что у нас на обед? Горошек, капуста и селедка. Скромненько, но пошли. Вода теплая и чистая, на дне песок. Понятно, почему вся береговая линия здесь нарасхват. Полуостров, на который мы едем, называется Верхний. Он окружен 3 из 5 великих озер – Верхним, Мичиган и Гуроном. И поэтому он относительно изолированный и менее населенный по сравнению с нижней частью штата. Здесь совершенно дикие места. Вообще у штата Мичиган самая длинная в Соединенных Штатах пресноводная береговая линия. Наш кемпсайт находится в лесной части берега, чуть подальше от воды. Здесь нет подключения к воде и канализации, только к электричеству есть. Воду надо заранее набрать в бак. Мы наконец-то приехали. Я чувствую, это будет что-то особенное. Вот это нижний кемпинг, прямо перед впадением реки Каменон в озеро Верхнее. Он интересен тем, что палатки и автономные трейлеры можно ставить прямо на песчаном и обрывистом берегу теплой извилистой речки. Все они в тени деревьев, правда подключений там нет. В разгар сезона здесь вообще нет свободных мест для трейлеров, есть только несколько мест для палаток. Мы букировали наш кемпсайт за полгода до этого. Туалеты душевые здесь отличные, ставлю 5 с плюсом. Основное, зачем сюда приезжают туристы, это водопады Каменон, которые считаются одними из самых больших на востоке США, и мы поэтому переехали в кемпинг прямо у водопадов.
Вообще, вот этот кемпинг очень интересен тем, что рядом находятся местные достопримечательности, вот эти вот водопады, и поэтому этот кемпинг используется как гостиница. К тому же других гостиниц здесь в округе вообще нет. Люди приезжают сюда на 1-2 ночи, живут в палатке и потом уезжают. В итоге получается такая картинка, когда с утра все готовят завтраки, стоит этот кумар от этой яичницы с беконом, потом половина кемпинга упаковывается, уезжают, после обеда приезжают новые люди, опять разворачиваются, костры какие-то там, посиделки, тусовки. И так каждый день, и только буквально несколько RV-шек здесь стоят постоянно, такие как мы, например. Здесь 2 водопада, верхний и нижний. Нижний водопад – это просто серия каскадов. Здесь вода протекает по ступенькам из песчаника и создает множество маленьких водопадиков. Согласно легенде, из поэмы «Песня Гаявати» великий дух Гитчи Манито созвал мирный совет вождей всех племен. Он призвал воинов забыть распри, выбросить топоры и омыть свои лица в воде реки Такаминон. Тогда воины прыгнули в воду, смыли с себя боевую раскраску, и вода окрасилась в черный, синий, желтый и коричневые оттенки. Ну а по другой версии, река протекает через болото, где разлагающиеся растения и торф насыщают ее органическими соединениями, танинами. Они и придают воде цвет крепкого чая. Самый большой вклад в это вносит дерево хемлок, нам известный как пихта. И это еще одно сходство с Карелией, где у рек такой же цвет воды. Здесь с самого утра туристы любого возраста и в любой физической форме резвятся и плещутся в водопадах, как дети, так как вода теплая, на улице плюс 27, а дно достаточно плоское и не скользкое. Вещи оставляйте на берегу, одевайте на ноги кроксы и вперед! Дети на надувных матрасах и даже взрослые скатываются по быстрому потоку в спокойной заводе. Многие пытаются пролезть внутрь водопада, чтобы посидеть в маленькой внутренней пещерке за плотной стеной воды. Можно просто бесконечно ходить по щиколотку в теплой воде, лазить по камням водопадов, да или просто сидеть в мелких ванночках и медитировать. Это полный восторг. Вау, это просто аквапарк на природе! На 38 метров выше уровня нижних водопадов находится верхний водопад. Его мощный поток воды обрушивается с высоты около 15 метров, при ширине более 60 метров. Кстати, песчаник, который формирует дно реки Такаминон, изначально был песчаным пляжем вдоль древнего моря, которое существовало более 500 миллионов лет назад. Это море было еще до динозавров. А здесь на табличке рассказывается, что в XIX веке древесина из Мичигана была одной из самых востребованных в США. Лес рубили зимой, а весной, когда река становилась полноводной от таяния снегов, сплавляли бревна к озеру Верхнее. Между верхним и нижним водопадами по берегу идет тропа длиной около 4 миль. И вообще много тропинок и лесных дорог для длинных прогулок, а без троп лес чаще всего непроходим. Это типичный карельский северный лес, местами заболоченный. В лесу растут кедры, пихты, туи, клены, осины, сосны, берез мы видели. К счастью для нас, здесь прохладнее, чем на Среднем Западе. На улице 25-27 градусов, и это конец июля. А ночи иногда совсем холодные, около 11 градусов. Солнце здесь не каждый день. Пасмурную и влажную погоду на улице нечего делать без репеллента от комаров. На климат оказывает большое влияние озера. Он в целом умеренный, а зимы могут быть суровыми с обильными снегопадами, как собственно и в Карелии. И зимой местные дорожки становятся лыжнями и трейлами для снегоходов. А черничники обсыпаны ягодами, но их никто не собирает, кроме нас. Не все здесь знают, как отличить чернику от несъедобных или ядовитых ягод, и в целом люди предпочитают покупать ягоды в магазине или на рынке. А мы вот нет.
Что-то меня до сих пор поражает в Америке то, что вот стоят инвалидные коляски для тех, кому тяжело ходить, кто не может сам дойти до водопадов. Каждый день стоят, никуда не исчезают, люди ими пользуются и возвращают. К водопадам от парковок можно добраться по деревянным дорожкам и мостикам, которые идут вдоль склона горы. Везде встречают таблички с просьбой не ходить по земле, чтобы не разрушать природу. Кстати, вход во все парки штата бесплатный. Чтобы приехать сюда на машине, надо купить Michigan Recreation паспорт. Мы купили свой сразу на год, так как мы живем здесь 2 недели и покупать его посуточно невыгодно. По алюминиевому мостику можно пройти на маленький остров, чтобы получше рассмотреть водопады. У верхних водопадов для туристов в лесу поставили пивоварню, где можно попробовать местные сорта пива, конечно, темные, как вода в реке. А поесть мы съездили в соседний городок Ньюберри. Кусочек гастротуризма. Штат Мичиган очень знаменит вот именно вот этим своим блюдом, оно называется пасти. Это такая булка запеченная, типа такой маленькой кулебяки. Мясо, картошка. Тут все в этом ресторане это пробуют, это какой-то homemade, очень популярно. Необычно. Что мы можем сказать про эту поездку? Я не знаю, что здесь происходит зимой, когда здесь холодно, я не знаю, что здесь происходит весной или осенью, но я точно знаю, что летом, когда тепло, это просто какой-то бомбический аквапарк на дикой природе. Мы по этим водопадам лазили, ныряли по кругу, везде залезали, и куча народа вокруг это делает. Одним словом, это просто какой-то кайф, какое-то царство пресной воды, тепла, феерической этой северной природы, этих сосен, этой хвои. Одним словом, мы очень-очень рекомендуем поехать вот на этот американский север летом, когда здесь тепло. Место, конечно, роскошное, особенно американским летом оно роскошное своей прохладой и всеми вот этими возможностями отдыха на воде, о которых Вася говорил. Стоит явно это место того, чтобы ехать туда долго. Мы ехали 2 дня туда и 2 дня оттуда, потом возвращались в другую локацию. Ставьте лайки, подписывайтесь, а мы будем работать над нашими новыми видео. Ну, а вы следите за нашим каналом. Пока и до новых встреч. Пока!